Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 600 грамм свежемороженой мойвы. Я ее предварительно разморозила. У рыбы отрезаем голову, затем разрезаем брюшко, удаляем внутренности и обязательно удаляем черные пленки. Вот такая рыбка получается. Повторяем процесс, пока не очистим все рыбки. Гениальный рецепт приготовления мойвы. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Дешево и полезно. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Жарить рыбу еще никогда не было так просто. Никакой грязной посуды и никаких брызг жира из сковороды. Лайфхак, как жарить рыбу. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Простой рецепт рыбы. Теперь мойву хорошенько промываем под проточной водой. Вот такая она чистенькая получается. Перекладываем рыбу в пакет. Добавляем треть чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, треть чайной ложки специй к рыбе, 1 столовую ложку лимонного сока, и 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Придерживая за края пакета, хорошенько перемешиваем, чтобы каждая рыбка покрылась специями. Оставляем мойву промариноваться на 15-20 минут. Тем временем займемся подливкой. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла, разогреваем. А пока разогревается сковорода, некрупным кубиком нарежем 1 репчатый лук. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить мойву вы, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Отправляем лук в сковороду. Обжариваем до появления легкой золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 зубчика чеснока, периодически лук перемешиваем. Чеснок мелко нарезаем. Добавляем чеснок в сковороду, перемешиваем и обжариваем до появления золотистости, а тем временем займемся помидорами. У помидор удаляем плодоножку. Разрезаем их пополам и, придерживая за шкурку, натираем на крупной терке.
Добавляем томатное пюре в сковороду, перемешиваем и даем протушиться 3-5 минут. Приготовим заливку. Нам понадобится 3 столовые ложки кетчупа. Добавляем 200 мл питьевой воды. Перемешиваем. Вливаем заливку в сковороду, добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли, с учетом того, что мойву мы также солили. Добавляем черный перец по вкусу, половину чайной ложки сладкой копченой паприки и треть чайной ложки горошин смеси перцев. Перемешиваем. По желанию можно добавить немного сахара для баланса вкуса. У меня кетчуп сладковатый, поэтому сахар я не добавляла. Даем подливке закипеть и закладываем мойву. Добавляем 2 лавровых листика, ждем закипания, накрываем крышкой, убавляем огонь до умеренного и тушим рыбу 25 минут. Тем временем займемся соусом. Нам понадобится 30 грамм свежего огурца, натираем его на мелкой терке. Отправляем огурец в миску. Также нам понадобится 30 грамм маринованного огурца. Также натираем его на мелкой терке. Отправляем в миску. Мелко нарезаем половину пучка укропа. Добавляем к огурцам. Добавляем 1 столовую ложку густого несладкого йогурта, 1 столовую ложку майонеза, 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Перемешиваем. По желанию соус можно посолить, мне достаточно соли в маринованном огурце, майонезе и горчице. Соус готов. Тушеная мойва с овощами также готова, подаем к столу. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Никакого неприятного запаха. Вкусный дешевый рецепт из простых и доступных продуктов. Жареная мойва без заморочек. Вкусно и просто. Дешево и полезно. Жарить рыбу еще никогда не было так просто. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.